Для чего нам нужен ретейнер? Во время ортодонтического лечения на зубы оказывается давление, за счет которого они смещаются. Но зубы частично двигаются в кости, а частично в пародонте. При оказании давления на зубы волокна пародонта в каких-то направлениях сжимаются, где-то наоборот растягиваются, и, соответственно, зубы занимают некоторую вынужденную позицию. И для того, чтобы прикус полностью стабилизировать, нам нужно подождать, пока волокна пародонта примут свою изначальную форму. Где-то сократятся, где-то расправятся. Зубы двигаются за счет перестройки костной ткани и за счет перераспределения нагрузок в пародонте, то есть в связке вокруг зуба. После окончания ортодонтии перестройка костной ткани остается достаточно стабильной, а волокна пародонта остаются в растянутом состоянии где-то, а где-то наоборот в сжатом, в компрессии. Для того, чтобы быть уверенными в том, что результат ортодонтического лечения у нас будет стабилен, нам необходимо подождать 1-2 года до того, как полностью исчезнут напряжения в волокнах пародонта. Соответственно, на этот срок необходимо устанавливать ретейнер. К ретейнерам привыкнуть несложно, их абсолютно не видно, они занимают совсем незначительный объем, не колят, не царапают щек и так далее. Поэтому привыкание к ним занимает буквально пару дней, на дикцию они не влияют, и оставшиеся годы люди живут, и нисколько качество жизни их не снижается от того, что ретейнеры стоят в полости рта. Единственная сложность — это гигиена. За гигиеной в области установки ретейнера нужно будет следить более тщательно. Кроме того, у нас нет ничего абсолютно устойчивого. Может при неудачном накусывании может отколоться зуб, может выпасть пломба и так далее. Соответственно, и ретейнер также можно повредить. Поэтому несколько аккуратнее лучше с ретейнером обращаться, по крайней мере, первые пару лет. О ретейнерах речь идет еще на консультации. Люди, не понимая, что это такое, часто очень сильно расстраиваются, когда узнают, что после ортодонтического лечения требуется носить еще какой-то непонятный ретейнер, обычно в течение 5, 10, иногда даже больше лет. И, соответственно, их это в некий даже ступор нередко ввергает, пока мы с ними не проясним ситуацию. Для начала посмотрим на ретейнер. Как видите, это небольшая тоненькая проволочка с внутренней поверхности передних зубов, которая держится на композите. Она гарантирует нам, что зубы остаются на месте после ортодонтического лечения. Без ретейнеров, на мой взгляд, ортодонтия не имеет смысла во многих ситуациях, так как, к сожалению, ортодонтическое лечение не настолько долгое, и зубы не успевают стабилизироваться в новом положении. Если мы бы хотели обходиться без ретейнеров любой ценой, то мы вначале 1,5-2 года лечили бы, а потом еще примерно столько же носили брекеты просто так, просто для стабилизации результата. Согласитесь, это никому не нужно. Поэтому с вами определимся. Ретейнеры при ортодонтии нужны всегда и везде. И на верхнюю, и на нижнюю челюсть. Кроме того, нужны ретенционные капы. Это такие поликарбонатные пластмассовые прозрачные капы для ночного ношения, которые контролируют позицию не только передних зубов, но и боковых. Их, как я уже сказал, нужно носить только ночью, то есть спать в них примерно в течение года. Это своего рода второй эшелон ретенционной обороны зубов. Теперь давайте разберемся, сколько же нужно носить ретейнера. Когда вы приходите на консультацию к ортодонту, это один из тех моментов, в котором каждый ортодонт расходится во мнении со своими коллегами. Кто-то говорит, что ретейнеры вообще не нужны, мы уже разобрались, что это не очень хорошая история. Кто-то говорит, что ретейнеры нужно носить чуть ли не пожизненно, а все остальные, большинство, какие-то называют даты из промежутка между нулем и бесконечностью. Поэтому давайте все-таки определимся, как и что нужно делать с ретейнерами. В первую очередь, если ортодонтическое лечение было проведено неполноценное, некачественное, прикус остался неисправленным, то ретейнеры нужно носить пожизненно, так как если прикус у нас не достаточно хорош, при снятии ретейнеров у нас в любом случае двигаться будут зубы куда-то не туда, куда бы нам хотелось, даже если мы его снимем лет через 10. К этому нужно быть готовым. Если же у нас лечение ортодонтическое адекватное, прикус после лечения достаточно хороший, то ретейнеры на верхней челюсти я рекомендую носить примерно 3-5 лет. Больше, в принципе, не нужно.
С нижней челюстью немножко другая история. На нижней челюсти для стабилизации положения зубов достаточно абсолютно такого же срока, то есть 3-5 лет, но на нижней челюсти зубы имеют тенденцию к скучиванию в процессе жизни человека. То есть даже если у вас были абсолютно идеальные ровные зубы в молодости, то к 40-50 годам у большинства людей возникает некоторая скучность на нижней челюсти. У всех она проявляется в разном объеме, у кого-то совсем немного, у кого-то довольно выраженная. Но если вы хотите, чтобы ваши зубы были идеально ровными после ортодонтии, ретейнер нужно на нижней челюсти носить максимально длительное время. Как только мы снимаем ретейнер, нет никаких гарантий, что не произойдет вот этих микроперемещений в течение жизни. Если они вас не напрягают, то ретейнер на нижней челюсти также можно носить там не более 5 лет. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. До встречи!